Представь себе такую ситуацию. Ты только начинаешь встречаться с мужчиной, тебе он нравится, кажется обаятельным, харизматичным, какой-то такой с огоньком, с загадкой. Там, подруги говорят, что тебе повезло, такой вот он замечательный. Но вот есть какое-то ощущение интуитивное, что что-то здесь пока еще не ясно, что-то не совсем понятно. И в самом начале отношений действительно ты же очень мало знаешь об этом человеке. Сегодня я расскажу о 8 вещах, которые позволят на ранних этапах заметить у человека достаточно высокую вероятность того, что у него есть антисоциальное расстройство личности или по-простому, по-народному психопатия. Потому что такие люди в самом начале отношений выглядят очень классно, харизматично, так вот ярко. Но потом понятно, что это приводит к тому, что таких отношений никому не пожелаешь. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы поговорим о 8 чертах, которые можно на раннем этапе заметить. И они с высокой вероятностью говорят о том, что ты имеешь дело с психопатом. Предупрежден, так сказать, значит вооружен. Если эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая черта, на которую стоит обратить внимание, это если есть какая-то излишняя такая уверенность у человека. То есть вот ты общаешься с мужчиной и понимаешь, что он с тобой общается как будто бы вы давно друг друга знаете. Вообще эта штука может подкупать. Вроде бы это мой тот самый, моя половинка, моя родная душа, мы с ним вот общаемся, и такое ощущение, что никаких преград между нами нет. Когда люди знакомятся и начинают общаться, перед ними должны быть преграды, которые они должны преодолевать. У каждого своя скорость, но ситуация, когда ты общаешься с человеком, а он с тобой общается так, как будто бы для него это какая-то пройденная игра. Как будто бы здесь вот все для него абсолютно ясно. Как будто бы он совершенно не переживает, что там происходит у тебя в твоем внутреннем каком-то мире твоих переживаний. Он для себя все решил, и для него просто он идет к цели. То есть здесь нужно понимать, что, конечно, уверенность в отношениях это хорошо. Часто женщины ждут от мужчины уверенности. Но если это такая какая-то машинообразная, роботизированная уверенность, если нету никакого, знаете, вот этого придыхания и какого-то волнения, вы этого не чувствуете, то есть вероятность, что вы имеете дело с психопатом. Вторая черта – это отсутствие чувства страха. Если вы общаетесь с мужчиной и понимаете, что он какой-то такой бесстрашный до уровня, у него чувство страха отбито, то, вероятно, вы общаетесь с психопатом. С одной стороны, понимаете, у нас как бы в культуре так прописано, что женщины ожидают, что мужчина будет смелый, мужчина не будет трусом. Но если вы общаетесь с человеком, который просто, как знаете, у него отсутствует инстинкт самосохранения, он там, не знаю, на машине гоняет как-то, прямо понятно, что это опасно. Он там приехал на свидание на мотоцикле без шлема, или там он задирается к каким-то окружающим, и вы понимаете, это, такие конфликты на грани чего-то такого, знаете, полукриминального, делинквентного, то, вероятно, вы общаетесь с психопатом. Поэтому тут такая штука. Конечно, мужчина не должен быть трусом, но если у него просто отсутствует инстинкт самосохранения, то вероятно, что это не просто он дурак, а он психопат, у которого чувствительность к страху такая специфическая. Третья черта, на которую нужно обратить внимание, это патологическая ложь как стиль общения. Такая ложь и скрытность. Это ситуация, когда человек лжет без каких-то явных, понятных мотивов. То есть понятно, что все мы можем врать, чего-то не договаривать, но, как правило, за этим есть какие-то очень прозрачные мотивы. Скажем, не знаю, мужчина не сказал о том, что он женат, потому что хотел получить от вас секса. Вот он соврал тут все на поверхности. В случае с психопатом его ложь, она какая-то просто как такая стилистическая. Вот вы созваниваетесь, он сообщает, что он где-то там находится в каком-то месте, позже оказывается, что он был не в этом месте, а в каком-то другом. Почему он соврал? Просто врет, потому что, это такой способ, знаете, как лисица, которая бегает по лесу и запутывает следы, вот такой стиль у нее поведения, она так живет. Так же живет психопат. Ему нужно лгать, чтобы оставалось это какое-то его мнимое преимущество, чтобы не быть открытым с вами. Четвертая черта – это чувство какой-то особенности и исключительности. Эта черта у психопата, она схожа с такой же чертой у нарцисса. Например, идет человек, видит, что очередь, но эта очередь не для меня. Или вот здесь есть какие-то правила в этом обществе, но эти правила, они не для меня. Это для простых людей. Я необычный, я особенный, я элитарный. Только в случае с нарциссом ему важно чувствовать свое превосходство, что вы все простолюдины, а я особенный. В случае с психопатом ему не надо чувствовать никакого превосходства, ему в принципе не интересны правила других людей. То есть психопат, он как бы не инкорпорирован в общество, он не считает себя частью общества и не считает себя обязанным следовать каким-то правилам, потому что для нас почему важно следовать правилам общества? Если я следую правилам общества, я могу чувствовать себя членом этого общества. Для меня важно мнение других людей вообще, что обо мне думают, что я хороший или плохой. Для психопата это просто не важно. Я живу свою жизнь, у вас там есть какие-то правила, окей, запомню, интересная информация, но как это меня касается. Пятая черта – это эмоциональная поверхностность.
Дело в том, что у психопата не развиты вообще эмоциональное какое-то сочувствование, не развитая эмпатия, потому что у психопата формируется в детстве так называемый архетип хищника. Это когда всех людей он воспринимает либо как жертву, добычу, либо как источник угрозы. Вот эта вот эмоциональная саморегуляция, которая происходит у людей в среднем, ну, у обычных людей, которая приводит к развитию эмпатии, у психопата не происходит. Но психопат, ну, будучи таким просоциальным человеком, очень скоро понимает, что эмоции — это важная такая часть психического функционирования. И важно, например, иногда эмоции, ну, как будто бы имитировать, потому что эмоции, ну, эмоции важны для коммуникации. Что вы можете чувствовать? Человек проявляет эмоцию, иногда он ее проявляет вроде бы как бы, знаете, так вот чрезмерно, но вот есть ощущение, что вы смотрите фильм какой-то. Или он, скажем, вот вы ему что-то рассказали, он спустя какую-то такую мини-задержечку, мини-паузу смекнул, что нужно сейчас проявить какое-то соболезнование, стал вам сочувствовать, немножко переигрывает, и потом чуть позже вы чувствуете, что ну вроде бы как еще вот этот вот шлейф от переживания, вот этой вот, то, что вы рассказали, он еще не прошел, а он уже переключился. То есть он реагирует не вовремя, реагирует часто с неправильным как бы масштабом, то есть он может переигрывать или недоигрывать, и его вот эта вот реакция, она такая короткая, не соответствует контексту вообще того, о чем вы рассказали. Шестая черта — это импульсивность при кажущейся такой внешней расчетливости. То есть, да, есть люди, которые, знаете, склонны к импульсивным поступкам. Такие вот люди с какими-то истерическими чертами, это люди, ну, я не знаю, там, человек-ветер. Вот он постоянно, у него сегодня одни какие-то планы, завтра другие, и он такой, ну, от него как бы неожиданные поступки ты ожидаешь, извините за каламбур. То есть есть такие люди, которые, ну, такой человек юла. В случае с психопатом это человек, который, как правило, кажется таким эмоционально холодным, расчетливым, то есть у него такой холодный разум. Он не совершает безрассудные поступки, но в какой-то момент он может вдруг импульсивно, например, разрушить отношения, над которыми работал там 10 месяцев. Или какой-то взять, завалить проект, который он долго как-то, ну не знаю, с ним работал. Ну вот такой пример. Человек собирает какую-то модельку корабля, несколько недель вы видите, что он это делает, потом бац, все поломал, все разломал, что-то на него нашло. Поступок такой непредсказуемый. Вот он ведет себя импульсивно, и сложно понять, из-за чего он так себя вел. Вот это может говорить о том, что вы имеете дело с психопатом. Седьмая черта, на которую нужно обратить внимание, это отсутствие раскаяния малейшего и какого-то чувства вины, даже если он совершает какой-то, ну, такой очевидный вред. То есть вот он явно опоздал, или он солгал, или там изменил, или сказал какую-то такую очевиднейшую грубость. Он всегда говорит, что ну, так случились обстоятельства, я не знаю, может быть, ты тоже меня спровоцировала. Эта черта, она в чем-то похожа на подобную черту у нарцисса, но нарцисс, он понимает, что он виноват, и он старается свою вину переложить на партнера. То есть, да, я сказал тебе грубость, потому что ты меня спровоцировала. Нарцисс понимает, что он нарушил какие-то договоренности, которые были, там, возможно, негласные, и он старается, ну, как бы переложить собственную вину на партнера, чтобы иметь какую-то выигрышную позицию. В случае с психопатом он не чувствует, что он нарушил какие-то там морально-этические договоренности, потому что он ни в каких договоренностях вообще не участвует изначально. Я тебе изменил, потому что вот, был свободный день, потому что тебя не было в городе, а мне было скучно, а вот она была в городе. То есть он не совсем понимает вообще этические какие-то аспекты своего поведения, и он как бы так, в какой-то степени даже наивно оправдывается. То есть он рационализирует в том, что так произошло, никто не виноват, просто так произошло. Вот это вот такая черта психопата. Когда нарцисс оправдывается, там чувствуется, что человек оправдывается, и что он, знаете, знает, кошка, что там мясо съела. Здесь он так оправдывается просто как-то по-наивному откровенно. Вот я ничего не понимаю, что произошло, это какие ко мне претензии. Как я часто говорю в своих видео, по какой-то одной черте никаких там диагнозов или сразу таких резких суждений делать не стоит. Я об этих вещах говорю для того, чтобы вы понимали, на что обращать внимание, чтобы вы, так сказать, повесили фокус внимания и наблюдали за тем, как это все развивается. На что вам действительно нужно еще обратить внимание, это на том, как вы себя чувствуете в этих отношениях. Если вы понимаете, что вот вам в этих отношениях как-то тревожно, нехорошо, возможно, в каких-то моментах небезопасно. Если у вас есть такие сомнения, что, может, я как-то слишком строга к нему, или, может быть, я как-то нужно потерпеть, больше подождать, но при этом вы чувствуете, что есть внутреннее напряжение, то вот с этим очень важно разобраться. Потому что это может, собственно, говорить уже о том, что вы находитесь в ловушке. Когда человек находится в отношениях с психопатом, у него постоянно возникает вот этот вот аутогазлайтинг, когда, возможно, это мне показалось.
Возможно, это я просто неправильно думаю про человека. То есть ты начинаешь, как знаете, стокгольмский синдром такой развивается. Я сам себя обвиняю. Если вы понимаете, что вы находитесь в таких отношениях, когда вам сложно понять, что здесь происходит и откуда это непонятное какое-то внутрипсихическое напряжение берется, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео на канале есть ссылка для записи. Я работаю с клиентами из разных стран. Иногда нужно просто посмотреть на ситуацию со стороны, и можно заметить какие-то вещи, которые просто вы не видите, потому что они в слепом пятне. Иногда бывает так, что выявляются какие-то психологические механизмы в отношениях. Может быть, это что-то повторяющееся. Когда, знаете, вот женщина говорит, что я каждый раз встречаюсь с мужчиной, они вначале все разные, а в результате оказывается одно и то же. Наступаю на одни и те же грабли. Опять же, понять, что это за механизмы, с этим важно разобраться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, не было ли у вас опыта общения с психопатом. Я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Как вы вообще попали в эти отношения, что там происходило, как вы начали думать о том, что, возможно, у человека есть какие-то вот такие психические особенности, скажем так, и как вы из этих отношений вышли. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом, это всегда бесценно. Также, если эта тема вам интересна, видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы вы меня не потеряли, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.